Провожу здесь карантин перед Фридландом, как поздний переселенец. Приехала поздно вечером 31 января 2022 года. Была в полиции. Как это было, будет рассказано в другом видео. Это моя комната в отеле Global, который относится к аэропорту Франкфурт на Майне. Это у нас носим, когда ходим кушать, потому что разделены на группы. Не все сразу помещаются. Должны носить маски. Это стирка. Раз в неделю выставляется за дверь. Я еще не пробовала, я так слышала. Вроде бы по понедельникам. Привет. Сразу входишь, ключ-карту вставляешь. Если был у тебя включен свет, значит все включается. Когда ты ее вынимаешь, свет тухнет. Вот. Это я привезла с собой компьютер. Чайник. Я не сразу разобралась, как он работает. Думала, что он неисправен. Потом мне на ресепшене помогли. Нужно вот прямо отсюда и вот вдавливать, чтобы он работал. Так. Здесь еще есть маленький холодильничек. Он у меня каждую ночь светит. Надо его как-то выключить. Я не знаю как. Телевизор. Вот расписание еды, когда уже выпускают из комнаты. Я въехала 31 января 2022 года. Ставьте на паузу и в комментариях напишите, в какой день меня отвезли в Фридланд. Кресло, столик, бра. В конце видео узнаете, угадали ли вы. Батарея регулируется. Можно вообще выключить. Можно, наверное, так лучше не делать. Я так первую ночь спала. Это было, мягко говоря, не очень приятно. Потому что так нажарила температуру ночью, а я не спала. Все попересыхало. Я не знаю, сколько воды выпила, чтобы это все остановить. Такой вид из окна. Ну, такой, не очень. Хотя, с другой стороны, может быть, еще хуже. Ну, как бы, я сюда приехала не на виды из окна смотреть. Кондиционер. Свет. Вот эта вот штучка включается. А вот это я не знаю, как включается. Тут есть выключатель, только совсем его выключить. Вот отсюда можно включить. Еще такой синеватый свет можно включить. Розетка. Звонок на ресепшн. Это мне постельку свет. Постельку сегодня поменяли. Это неиспользуемая постель. 3 полотенца выдают. Большое и 2 средненьких таких. Так. Ну, вот такое типа искусство. Теперь посмотрим ванну. Включаем свет. Открываем. Есть фен. Я не знаю, в каждой или комнате. Согласились бы вы так жить год? Еще напишите, сколько раз, как вы думаете, мне сделают тест на корону. Я купила себе мочалку, потому что я ее с собой не взяла. Она оказалась очень нужна. Тут вот средство для рук. И в ванной есть для волос и для тела. Ну, как по мне, они абсолютно одинаковые. С запахом крапивы, наверное. И, как по мне, немножко сушит. Что я делала в карантине? Я читала очень много, общалась по телефону, смотрела телевизор. Очень меня заинтересовала реклама. В некоторых случаях она была очень показательна. Монтировала 2 выпуска подкаста, смотрела фильмы на компе и наслаждалась едой.
Вытяжка включается. Мой первый завтрак. Водичку принесли. Одна водичка в номере уже была до этого. Я еще просила, когда приехала, уже выпила больше 2 литров. Мне предложили чай или кофе. Я отказалась. Мне предложили сок. Или апельсиновый, или мультифрукт. Предложили булочку. Белую или темную. На человека выдавали 2 бутылки воды в день. Следующее нужно было уже покупать. Хлебушек. Картошка фри, яйцо, сосиски, колбаса, огурцы, помидоры. Ага, это масло и джем, я так понимаю. А это кусочек яблочка. Все, будем пробовать. Принесли обед. Это супчик горячий. Салатик. Это вот что такое? Это рыба жареная с картошкой. Немножко овощей. Супчик оказался тыквенный. Рыба была в кляре. Кляр был пережаренный. За ним вкуса рыбы практически слышно не было. Но картошка была очень вкусная. То ли там маселка, то ли еще что-то. Ну, с чем-то была картошка. Потом была цветная капуста и брокколи. Чуть-чуть морковки. И они были, ну, наверное, на пару сделаны. Салат. Невозможно понять без соли и масла, каким бы он был. Это принесли обед. Супчик пахнет грибами. А это пахнет тушеным. Рис с овощами. Салатик и крылышки. Пришло письмо с моей сим-картой. Я заказала ее 1 февраля. Сегодня у нас 3. Но активировать я ее буду позже, потому что туда сразу у меня будет идти оплата. А здесь интернет пока хороший. Оливье. На самом деле это картофельный салат. Причем я уже немножко попробовала это в йогурте. Поэтому вкус такой специфический. Я даже не знаю, смогу ли его есть. Буду тренироваться понемножку. Это у нас... Я бы не сказала, что это микропельмени. Это такие молекулярные пельмени с соусом. И это то ли наггетсы, то ли что-то такое. Посмотрим. Хлеб. И мне поставили чай. Но сейчас ходил другой человек, не тот же утром. Ладно, будем пробовать. В общем, с ужином мне не повезло. Ну, чай я не пью. Кстати, своими ложкой и вилкой гораздо вкуснее есть, чем одноразовыми. Этот вот псевдо-оливье. У меня такое ощущение, как будто немец когда-то попробовал оливье, а потом сделал на свой лад. Потому что ингредиенты практически все нужные присутствуют. Но так как оно с йогуртом, в общем, вкус совершенно другой. Ну, микропельмешки – это вот самое вкусное из ужина. Потом это тесто в кляре. В общем, я такое есть не могу. И была еще одна другая штучка. То была картошка в обжарке. Ну, ее я съела. Это
колбаска из пюре, обжаренная в кляре. Ну, съедобная. В холле был автомат, в котором можно было купить сладкую воду, сладости, или батончики, в общем, снеки какие-то. На завтрак мы спускались на первый этаж. По-немецки это нулевой этаж. И там был такой шведский стол. Выбираешь, что тебе хочется. Какой сок, какой чай, какая колбаса, какие овощи, нарезка, сыр, кофе, чай и так далее. Сразу скажу, что здесь еда была сильно лучше, чем в последующих местах. На мой вкус половина из этой еды была вообще вкусная. Некоторые вещи приходились не по вкусу. Прям, чтобы было совсем невкусно, ну, это редко было. Особенно, если это сравнивать с едой в следующих местах. При въезде мне выдали несколько антрагов, документы, какие-то информационные листки. Среди этих антрагов был антраг в джоб-центр, в котором было написано, с какого числа я въехала в страну. Там были прикреплены нормы законов, которые объясняют, что выплаты мне должны быть с этого числа. Это облегчало потом разборки в джоб-центре. На ресепшене можно было купить какие-то вещи мелкие, которые там уже продавались, либо можно было заказать что-то купить в магазине, но это только из того, что действительно было необходимо. Иногда отказывали, иногда соглашались купить какую-то ерунду. Столовая находилась во дворе, в отдельном здании, хотя, может быть, они соединены, но надо было идти через двор. В столовой тоже шведский стол, но не самообслуживание, как на завтраках, а тебе кладут на поднос то, что ты говоришь будешь. Выбираешь еду, садишься. Сидеть за одним столом может только семья, которые вместе живут. Общение более-менее ограничено было. На следующий день после приезда мне сделали тест, и до негативного результата я сидела в комнате. Но это мне еще повезло, потому что до этого я слышала что-то около месяца или даже больше. Вся гостиница сидела в карантине, независимо от результатов тестов. То ли очень строгие правила были, то ли много заболевших, ну что-то такое. Я вышла примерно с ними в одно время, так что мне повезло. Хотели бы вы, чтобы вам всегда так готовили? Сдачи белья в стирку были некоторые сложности в том плане, что мы не знали, когда мы выезжаем, поэтому белье отдавали не в этот же день, а там где-то на неделе, а может и на следующий, и поэтому ты не мог знать, получишь ли ты свое белье еще обратно. Одна или две семьи так словились, нам нужно было уезжать, они сдали белье в стирку, им обещали в Фридланд прислать, а по-моему их распределили очень быстро, я что такое слышала, что им потом эти вещи досылали уже в куда их распределили. Ну, то есть сложности были. Несмотря на ограниченность общения, на то, что у меня не особенно было желания с кем-то много общаться, все равно я познакомилась с очень хорошими людьми, и мы до сих пор общаемся. Очень хорошая семья с Дальнего Востока. В один прекрасный день у меня появились какие-то минимальные симптомы. Нужно было обязательно об этом сообщить на ресепшн. Я позвонила и сутки еще просидела в карантине дополнительно. Но мне сделали потом экспресс-тест, он оказался негативным, и я могла выходить уже. Но в этот же день делали еще людям тест, потому что кто-то заболел, кто уже выходил из комнаты, поэтому сделали всем. Очень часто был грибной суп. Мне он просто очень сильно понравился. Я пробовала уже несколько рецептов. У меня еще дома ни разу не получилось, хотя бы приблизительно. Поэтому, кто в курсе, как это делается, напишите, пожалуйста, рецепт в комментариях. Буду очень признательна. Перед выездом всем, кто выезжал, сделали не экспресс-тест, а такой нормальный. Нам выдали бумажку, сертификаты. И через несколько дней нас уже повезли во Фридланд. Так что, в общем, мне сделали 2 лабораторных и 2 экспресс-теста на ковид. А теперь напишите в комментариях, сколько приемов пищи я показала в видео. Кто первым правильно угадает, того назову видео про Фридланд. Если понравилось, подпишись. Всем пока. 17 февраля нас повезли во Фридланд, так что я была в карантине 18 дней.